Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня разработчики опубликовали огромное обновление, которое принесет нам долгожданную карту Sanhok, новое оружие, изменение интерфейса и еще много всего интересного. Погнали! Но перед тем, как все подробно рассказать, хочу представить вам один интересный стрим-канал. Называется Tohis Gaming. На этом канале проходят стрим-обзоры как по новым играм, так и по хорошо забытым старым. Ламповая атмосфера, алкостримы с игрой на гитаре, море веселья, а самое главное, так как Tohis является владельцем сервисного центра по ремонту ПК, во время стримов в чате можно задавать вопросы по поводу ремонта, сборки и обслуживания компьютеров и ноутбуков. На все вопросы вы получите полную и профессиональную консультацию. Канал Tohis Gaming, ссылка в описании. После 4 этапов тестирования карты Sanhok она наконец-то готова. Сами разработчики представляют ее новым трейлером, который вы сейчас можете наблюдать на фоне. Карта выйдет в полноценном 15-м патче. Еще раз напоминаю, что произойдет это 22 июня, скорее всего в 5 часов утра по Москве. На тестовом сервере играть можно уже сейчас. Обновление там, к слову, весит 13,4 гигабайта, так что имейте в виду, на основе будет точно не меньше. А первое, о чем нам хотят рассказать разработчики, это, конечно же, сам Sanhok. Несмотря на то, что его прозвали мини-батл-роялем из-за размеров в 4 раза меньше привычных нам Эрангеля и Мирамара, народу там по-прежнему 100 человек. Если меня кто-то смотрит впервые и никогда не играл на тесте, вам будет очень непривычно испытать эту динамику. Лично меня очень вдохновляет. Отличительными особенностями карты являются повышенная производительность, которую удалось достичь благодаря уменьшению дистанции отрисовки игроков и машин. Динамическая погода, которая изменяется в течение всего матча, и волей рандома, начав матч на ясной и светлой карте, вы можете закончить туманом с дождем, что, как по мне, очень сильно сказывается на атмосфере. Но, конечно, киберспортсменам вряд ли понравится. В начале матча на Санке у игроков есть возможность бросать друг в друга яблоками. Они имеют похожую с гранатами физику и даже сталкиваются друг с другом в воздухе. Ну и свою задачу скоротать время ожидания до самолета тоже выполняют отлично. Красная зона здесь гораздо меньше и быстрее заканчивается, а что самое интересное, она практически не появляется в белой зоне, за исключением редких случаев, когда белая зона появляется близко к краю синей, тогда ее немного может задеть. А в целом, если вы играете от белого круга, то на новой карте красная зона точно не будет вам мешать. Синяя зона на Санке имеет более короткие паузы между схождениями, зато движется гораздо медленнее, что позволяет комфортно играть на карте, практически не используя автомобили, и даже постреляться иногда можно успеть по пути в сейв. И мое самое любимое отличие Санка от предыдущих карт – это настройка лута. На карте он сильно увеличен, что позволяет быстро экипироваться и идти перестреливаться. А эрки, СМГ и снайперки найти здесь гораздо проще. В целом предметов здесь должно быть больше приблизительно на 5%, с учетом, что карта меньше в 4 раза. В общем, шикарно. Единственное, что вы не найдете на карте, это прицел 8X, однако в Айре, как и пятнашка, он все же может вам попасть. Но потребности в них обоих нет, так как перестрелки на дальней дистанции из-за холмистого рельефа тут совсем нечастые. И тем более, как я говорил в начале, враги на карте прорисовываются не так далеко, как на Эрангеле и Мирамаре, а значит расстояние, на котором вы можете их заметить, меньше 1 километра. Теперь давайте пройдемся по некоторым самым значимым локациям новой карты. В первую очередь разработчики здесь, конечно же, отмечают пещеру, так как это их первый опыт создания двухуровневой системы Земли. В эту дыру можно упасть прямо с парашюта, лут здесь спавнится нормально и часто даже можно найти водный мотик. И появляется он здесь не просто так, на нем можно выехать в море, и это как бы один из выходов пещеры. Следующая локация – Paradise. Это некий азиатский городок, в середине которого находится большой слон. Лут здесь располагается в зданиях, которые стоят по периметру местности. Тоже, как по мне, выглядит очень красиво, да в принципе мне на этой карте, наверное, все нравится, так как оно реально новое и сильно отличается от предыдущих карт. Руины. Это вообще жесткое местечко, которое запросто даст фору какой-нибудь хассиенди школе. На этой точке огромное количество лута, и как вы понимаете, примерно четверть самолета часто падает именно сюда. В общем, жесткое мясо и ПВП. Также на карте много тренировочных лагерей, которые я бы не сказал, что перенасыщены лутом, но в принципе падать сюда можно, на них тоже иногда бывают активные перестрелки. Конечно же, нельзя не отметить эксклюзивную локацию Доки, на которой лут спавнится даже на специально пришвартованных кораблях. А вот карьеры лично мне нравятся только внешне, почему-то падать на них как-то не тянет.
В этой локации вообще нет домиков, но зато много различных ящиков и очень интересный рельеф. В принципе, как я уже говорил, на Санке все уникально, и отметить тут можно даже домики у дороги. Кстати, в этой последней итерации рядом с некоторыми появились даже дорожки асфальтовые. В общем, как выйдет карта, изучим каждый уголок. И это только то, что касается самой карты. Второе, о чем говорят разработчики, оптимизация самого клиента и серверов. Она будет включать в себя улучшение производительности обработки моделей персонажа, транспортных средств и оружия. Третье – изменение мира. Они в основном связаны с турниром PUBG Global Invitational 2018, который, как вы помните, устраивают сами разработчики. Это будет самый масштабный турнир за всю историю игры, и вот в честь него, естественно, добавлены новые граффити, этим, конечно, нас не удивить. А вот баннер, развивающийся за стартовым самолетом, и наклейка на парашют — это что-то новенькое. И, кстати, забавный момент, если вдруг вы задонатили в игру, а именно купили тигровый раскрас для парашюта, то наклеечки на вас клеиться не будут. Четвертое – новые предметы. Наконец-то в игре появилась очередная новая пушка. Это автоматическая винтовка QBZ-95. Она будет спавниться только на карте Санок, стрелять патронами 5.56 и иметь в обычном магазине 30 патронов, ну а в увеличенном соответственно 40. QBZ будет дефолтная пушка, которая спавнится в мире. На мое удивление, она будет не дополнением к тем АРкам, что есть сейчас, а заменой Скорель. И, наверное, это правильное решение, так как 3 примерно одинаковых автомата на пятерках было бы уже многовато. Очень надеюсь, что пушка окажется классной, так как встречаться в мире она будет на 40% чаще, чем встречался Скорель. Пятое – игровой процесс. Разработчики изменили процесс прицеливания, теперь изменения положения движения или переход в режим прицеливания не будут выполняться мгновенно. Плюс еще и точность стрельбы будет снижена до тех пор, пока прицел не выровнялся. В общем, чувствую, поначалу с этим придется помучиться. Но есть и одно прикольное изменение. Теперь в конце матча, после убийства последнего врага, нам будет даваться примерно 8 секунд, чтобы отпраздновать победу. Пострелять по трупу, например, или в воздух. В общем, веселитесь. А лучше напишите в комментариях, как вы будете праздновать победу. И над самыми веселыми вариантами вместе посмеемся в следующем видосе. Шестое изменение коснулось пользовательского интерфейса. Самое важное здесь это, конечно, изменение функции выбора карт. Теперь мы выбираем не карту, а так сказать плейлист. В первом у нас Ирангель и Мирамар, а во втором одна единственная карта для мини-батл рояля Новый Санок. При выборе первого набора карт Ирангель и Мирамар будут выпадать абсолютно рандомно, ну а новая карта одна, там все понятно, никакого рандома нет. В остальном интерфейс также претерпел довольно много изменений, начиная огромным списком друзей, изменением формы кнопочек, корректировкой шрифтов, улучшением всплывающих окон и, что больше всего бросается в глаза, изменение экрана загрузки. Теперь на нем можно почитать различные дельные советы. Что касается самого игрового процесса, тут изменилась миникарта. Теперь она динамически меняет размер в зависимости от скорости нашего движения, что по идее должно быть очень удобно, так как у нас повышается обзор. Но если вдруг функция окажется неудобной, вы всегда сможете отключить ее в настройках игры. Плюс к этому миникарту можно делать больше, нажимая английскую кнопочку N. Для улучшения видимости синей зоны на карте вся ее область теперь окрашена в синий цвет. Также изменился индикатор движения синей зоны, а в настройках появилась возможность настраивать цвет прицела с помощью ползунков RGBA. Седьмое – звуки. Была уменьшена громкость двигателя стартового самолета. Уменьшен объем звуков, создаваемых водоемами. Кривая затухания объема звука стала более крутой. Это означает, что максимальное расстояние, на котором можно услышать самолет, не изменилось, но зато расстояние, на котором звук слышен в максимальной громкости, уменьшилось. А также улучшили качество звуков оружия и эффект ударных воздействий на воде. Восьмое – кейсы. Тут ничего нового не добавили, но вот шанс выпадения немного изменился. Плюс авиатор кейс теперь будет случайно выпадать в еженедельных коробках. Процент выпадения вы можете видеть сейчас на экранах. Девятое – эффекты. Разработчики улучшили визуальные эффекты попадания пуль в землю или в воду, а также добавили эффект брызг, который смотрится более реалистично. И десятое – исправление ошибок. Исправлена проблема, когда персонажи застревали в определенных местах Ирангеля и Мирамара. Удалено несколько объектов с карты Ирангеля и Мирамар, которые препятствовали движению. Исправлена проблема, когда некоторые растения на Мирамаре летали над землей. Исправлена ошибка, при которой звук при использовании шприца с адреналином был дольше, чем сама анимация.
Исправлен баг, из-за которого Muscle Car на пустыне иногда не получал урон от гранат. Исправлена ошибка, из-за которой игроки в лодке не получали урон от рукопашных атак. Убрали косяк с эффектом вспышки слеповых гранат, иногда белый экран не пропадал даже после того, как его действие должно было закончиться. Исправили ошибку, когда у пистолета пропадала отдача, случалось это в основном после выхода из машины. Исправили визуальный баг с отсутствием части колеса, когда на автомобиле была пробита шина. Плюс пофиксили проблему с исчезновением оружия на реплеях и повторах, а также улучшили взаимодействие инвентаря с некоторыми предметами. И на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр, если видео понравилось, не пожалейте нажать под ним лайк, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и будьте в курсе всех новостей PUBG вместе со мной. Удачи вам и побольше топчиков. Пока-пока.